Kiwi Ears Quartet. Наушники. Очередные наушники. Только недавно мы снимали Квинтет. Это более дешевая версия. Но упор в которой сделан конкретно на бас. Такой басистый хороший звук. Но некоторые варианты именно из-за этого у нас вылетают из жанров, вернее, некоторые варианты жанров музыки вылетают для прослушивания на этих наушниках. Но при этом мы конкретно сразу говорим, что это басовые наушники. Kiwi Quartet на канале Технозон, да еще и с дополнительными такими регуляторами, бустерами. Где у нас тут? Вот они маленькие. Я на распаковке, конечно же, покажу и с хорошим комплектом. На канале Технозон поехали. Стоят они ни много ни мало 109 баксов на момент съемки этого видео. Актуальную цену вы можете узнать по ссылке в описании под этим видео. И, конечно же, подписавшись и нажав на колокольчик, вы не пропустите дальнейшие наши самые интересные обзоры. Нам будет приятно, даже если вам все равно, просто подпишитесь, пожалуйста, а мы уже там в свою очередь для вас будем стараться. Не так давно я обозревал вот такие вот Kiwi Ears Quintet, и они были просто суперовые, правда, они и стоили соответственно. А эти наушники стоят ровно в 2 раза дешевле. Смотрите, то это гибридные наушники вкладыши с монитором. И они тут очень много всего написали, вы можете это почитать. Меня интересует конкретно, что, смотрите, громкий бас. Вот на чем сделан упор. Kiwi Ears Quartet был разработан на основе нашего нового коаксиального сабвуфера с двойным динамическим драйвером. То есть здесь отдельно под бас выделен динамический драйвер. Инновационная конструкция драйверов использует двойные 10-миллиметровые драйверы с титановой диафрагмой, каждый из которых управляется независимыми двойными магнитными цепями. Пара драйверов была пассивно выровнена для фазовой синхронизации и предотвращения подавления звуковых волн. Этот новый дизайн сабвуфера излучает очень хорошее расширение. Ты-ты-ты. Молодцы, красавцы. И тут они пишут, видите, гармоничный баланс, о том, что они там очень красиво все динамически настроили. И в частности, в то время как средние частоты, я тоже цитирую, 351 кГц были у нейтральных студийных были настроены так, чтобы они были абсолютно плоскими. Это обеспечивает точную передачу средних частот, как у нейтральных студийных мониторов. И дает намек на теплоту нижних частот. То есть опять они этот вот упор в нижние частоты делают. И тут еще вот интересный такой момент. Имеет изготовленную на заказ сбалансированную арматуру средних и высоких частот. Частоты изготовлены на заказ сверхвысокочастотную арматуру для сбалансированной арматурой твиттера. Твою мать. Эти драйверы были изменены, чтобы соответствовать балансу новых динамических драйверов с помощью настроимой системы вентиляции, ну тех самых там компенсаторных отверстий. То есть по сути у нас здесь два драйвера. Вот сейчас давайте я покажу, вам технические характеристики. Вот, кстати, у нас расписано положение этих самых бустеров в соответствии с замерами. Ну где тут у нас замеры? Вот, по цветам сделано. Синий, красный, это то, как включено. Меня интересует частотный диапазон от 20 до 20 Гц, до 20 тысяч Гц. 110 дБ чувствительность. А ну сколько у нас сопротивление? 32 Ома. Ну да ладно, слушайте, в принципе нормально. Как за такую-то цену в 109 баксов. По сути, на каждое ухо у нас идет 2 динамических 10-миллиметровых плюс 2 арматурных драйверов. Давайте так, я сейчас их распакую для вас, покажу, что там внутри. Очень хороший комплект, а потом мы оценим эргономику и уже качество звучания. Так что переходим. Kiwi Ears Quartet гибрид. Прикольно, они, видите, сразу написали здесь характеристики. 32 Ома сопротивления. У нас, ну, разберем, какие у нас. Так, смотрите, драйверы здесь описаны, мы сейчас, мы с вами уже обсудили, поэтому тут особо рассматривать нет. Медицинская грейд резин, о господи, 2 пина по 0,78 мм. Слушайте, много чего они тут пишут. Китайцы вообще любители писать, писаки. Опа, смотрите, какие красивые. Вот реально дизайн, да, вот чего китайцы начали делать, так это дизайн. Вы видели вообще этот прикол? Воу-воу-воу, нифига себе. Тумблеры тонкой настройки звука. Да ладно. Слушайте. Вообще вы это видели?
Вот это крутяк. Слушайте, ну материал, конечно, топовый. И дизайн топовый. Слушайте, ну очень-очень крутые. Я честно вам скажу, первый раз такое вижу. Еще и с тонкой настройкой. Я так понимаю, такие, это бюджетный аудиофильский вариант. Смотрим, что у нас в комплекте. Привычные в стиле Kiwi, производителя Kiwi, не путайте с телевизорами, наушников, вот эти вот чехлы. И, скорее всего, здесь будет классный набор амбушюрок. А здесь набор амбушюр просто сумасшедший. Вот эта скрепка для тонкой настройки наушников. Вообще это, знаете, тонкая настройка излучателей. Вот так вот будет правильно сказать. Смотрите, какие наборы амбушюр. Вот это, кстати, вообще топовые амбушюрки. Смотрите. Нифига себе. Вот это они вообще разошлись, красавцы. По три пары разных размеров амбушюр. Да блин, очень эти мягкие, эти пожестче и светлые. Я вообще втихаю. Вот знаете, первый раз такое. Прям вот так топовые амбушюрочки положили. И при этом за его же цену. Хотя, ну, топовые это для меня, конечно, такое название. Это вообще самые простые силиконовые амбушюры. Я, честно вам скажу, я бы заменил бы на КБЕР, на 7-е. Могу, в принципе, кинуть ссылку вам в описании под видео. Посмотрите. Но комплект очень классный для, скажем так, для такой цены. То есть, блин. Ладно. Посмотрим на кабель. Кабель, кстати, заявляется производитель. Кабель не ахти какой топовый, это самый обыкновенный кабель. Производитель заявляется о сопротивлении на каждую из жил около 0,45 Ома. Пеньки, это не пеньковые, это штекерные у нас коннекторы 0,78 миллиметров. Да, таким вот образом они коннектятся. Ну что, давайте посмотрим, как они эргономически сидят в ушах. Посмотрели? Очень даже неплохо, да? По комплекту. Кабель действительно неплох. Достаточная жесткость ушей. Я тут делал недавно обзор на RaptGo Bridge. Там просто жесть кабель был. В том плане, что не была обеспечена жесткость дужки. И ты постоянно их ловил. Не сами наушники, а постоянно ловил кабель. Здесь они сели. Ух ты, слушайте. Вот мне нравится, когда делают анатомические наушники. Вот именно анатомические в плане того, что изучают очень хорошо анатомию уха и делают очень классные кастомные наушники. Смотрите, как они выглядят. То есть кабель неплохо сел из-за вот этой вот обеспечивающей жесткость насадки на кабель, то есть усадки, я бы так сказал, изолятора какого-то. И сидят и выглядят, ну, очень-очень круто. Мне нравится, просто бомба. Я практически сейчас себя не слышу. Хорошо, плотно сели, кабель достаточной жесткости с вот таким вот стопором. По дизайну просто бомба. Ладно, давайте тестировать качество звука. И вот здесь вот я, кстати, смотрел на них обзор. Сейчас мы будем с вами слушать разные жанры. Я смотрел на них обзор. На XBT читал даже, кстати, мой любимый обзорщик по наушникам. И это Syncr Tech, я не скрываю, действительно мне нравится этот парень, который делает, и у меня иногда даже сходятся с ним какие-то мнения. Я не делаю профессиональные обзоры, как он технические, я делаю потребительские обзоры, то есть я делюсь своим опытом потребления или использования тех или иных наушников. Но вот я слушал его обзор, вернее читал, и он прям в восторге от звука, но я вот чувствую, что будет подвох для меня, потому что, запомните, сколько будет обзорщиков, столько будет мнений, потому что у каждого слух разный, у каждого уха разное, у каждого восприятие разное. Я играю на ударных, и я чувствую подвох вот будет все-таки. Да, ударный мой основной инструмент, и поэтому вот, басистость хорошо, насколько она хороша в воспроизведении разного типа музыки, сейчас посмотрим. Ой. Начинаю с джаза. Для меня джазовые наушники это прям больная тема. Из джазовых наушников я могу выделить всего пару штук таких прикольных. И это не одни из них. Я знал, что будет подвох именно в басах. Ну,
как-то вот по джазовым моментам у меня уже есть вопросы. Знаете, что надо пробовать? Надо все-таки пробовать сразу регулировки. Потому что... Сейчас мы... Потому что есть моменты. Слишком переигранный, слишком басистость. Я думаю, что будет классно, конечно, для электроники и танцевальной, для роковых композиций, для джаза. Мне что-то пока не зашло. Там более важны мне высокие частоты для более детальной прорисовки, допустим, тех же самых этих вот каких-то моментов ударных там, и тому подобное. Все-таки здесь 20 тысяч герц. А ну, давайте самому. А ну. О, вот это уже можно слушать. Да, все, приятно, приятно, приятно. Могу сказать, что... Давайте поднесу, попробуйте послушать. Но, по сути, первый по идее, у нас этот вот переключатель, он отвечает за усиление высоких, а второй за усиление, за прорисовку, грубо говоря, за усиление всего спектра, во всем спектре. Но в данном случае при изменении настройки первого переключателя у меня понравилось, как играет бас. То есть данные наушники можно позиционировать как басисты, но при условиях до настройки. Смотрим электронику и танцы. Здесь есть такие пару у меня композиций, на которых... Сейчас. Вот где басистость у нас пригодится. Сейчас. Ну давай уже, давай, разворачивай сцену. Слушайте, я редко встречал наушники, на которых электроника какая-то не играла. Очень неплохо воспроизводит. Сейчас какую-то вокальную композицию хочу послушать. Во, слушаем. Есть вокал, есть. Ну, масштабно так, знаете, такой прям богато звучит. Ну, давай до басовых моментов дойдем. Ну, давай, разворачивайся уже. Да, приятный звук, хороший. И именно за счет басового компонента прям такая глубокая такая сцена. Вообще мне очень понравилось. Тут да, хорошо. Давайте, меня знаете, что интересует еще рок, потому что при такой басовости с роком будет... Ой, хорошо звучит. А знаете, что самое интересное? Что именно уход в басовость не дает ему задирать вот эти высокие частоты, которые обычно, знаете, там, когда вызывают такой, как я, знаете, шкребут кошки. Здесь как раз это сбалансированно звучит. И бас такой глубокий, и приятно очень. Это такой больше под металл. Да, по року тоже нормально. А здесь сейчас попробуем
классическую сейчас музыку. Какое-нибудь оркестровое исполнение. А вот в случае с большим количеством инструментов, как-то, знаете, вот пошло оркестровое исполнение и недостаточная прорисовка, вот как по мне. Ну, сейчас послушаем дальше. Я, знаете, вот если, допустим, те же самые бриджи слушал, там есть свой момент, они неплохо звучат, вообще неплохо. А здесь вот именно тяжелый момент. Сейчас. Но там и цена другая. Здесь все-таки мы за $100 пытаемся получить какие-то наушники с богатым каким-то... Смотрите. Классика или когда вы уже... Ну, не зря они их назвали квартет, знаете, такой идеально для прослушивания какого-то квартета, наверное. Потому что когда вот конкретно концертное исполнение, то у вас немножечко смешивается, у вас нет достаточной прорисовки, хотя это звучит абсолютно неплохо. Не скажу, что это очень плохо звучит, это звучит вполне прилично. Но недостаточная прорисовка и вот эта басистость, она как раз съедает вот эту самую прорисовку, то есть очень простыми словами. Поэтому для классики, для много инструментально я бы, вот, честно говоря, воздержался на них слушать. Ну, давайте R&B слушаем. Ой, как приятно. Вот где басистость играет свою роль. А ну тихо. С вокалом мне интересно. Takers and givers, I've been called the latter, but am I really a giver? Подождите. Есть опять одно подозрение. Я вам объясню, что их снял. Дело в том, что на фоне вот этого баса ты слушаешь, да, ты там погружаешься, как погружаешься в какую-то там резину, да, такое. Все классно, такие мягкие, средние. И вот какой-то акцент на высоких именно в вокале сыграл интересный момент. Мне интересно настройки найти. Где-то они тут указывали настройки. Сейчас посмотрим. Ага, синий, красный. Сейчас попробуем чуть-чуть изменить настроечки, потому что слишком сильный акцент на высоких. Вот мне прям аж забило. Сейчас, знаете как получилось? Я слушаю, вот общая композиция есть, пока не появился вокал. А вокал у меня получился как отдельно, как будто его сверху наложили и не сделали мастером. Вот такое вот у меня было ощущение. Сейчас послушаем, сейчас чуть изменил настройки. Я убрал буст высоких. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Потому что наушники. I've been called the latter, but am I really a giver? If I don't give to myself, don't take care of my health. Да, вот сейчас нормально. Вписала немного более глубоко в саму сцену, да, более-менее хорошо. Пойдет. Но опять же, это больше вот ориентировано на все-таки басовые композиции и на то, если вы вот конкретно работаете с басом, то какие-то студийные мониторы, возможно. Не знаю, сейчас биты попробуем. Сейчас. Ох, лосяк. Вообще играет хорошо.
Ребят, я, знаете, так как здесь верхняя граница у нас 20 тысяч герц и не заявляется хай-фай, я не вижу смысла слушать флаки какие-то там, пытаться из них там что-то выжать, я вам могу сказать сразу. Басовость просто бомбейшая. Они отработали, здесь конкретный саб получился, да, там, ну, в виде там микро этого саба, 10-миллиметрового драйвера. Очень басовый, глубокий, ты прям как погружаешься туда в какую-то такую теплую атмосферу, все хорошо. Когда вы стоите, смотрите, грубо говоря, на сцену, вы вроде бы как виртуально туда помещаетесь хорошо, но, блин, вот этот вот перебор с чересчур акцентом на высокие частоты, мне кажется, что именно с этим и связана его цена в $109. Хотя звучат они действительно очень-очень достойно. Я их могу рекомендовать как такой дешевый вариант. Я бы, конечно, ориентировался на квинтет. Все-таки квинтет более интересный, многодрайверная архитектура. Здесь все-таки у нас все подешевле сделано. Но у квинтета не такие красивые прорисованные басы. Я говорю как есть. В свою очередь, ссылки в описании под видео, мы рекомендуем. Подходят они при определенной настройке индивидуальной практически под все. Особенно роковые композиции, электроника и этот. Но при этом классика много инструментальная мне не зашло. Я вот, не знаете, как когда много инструментов, они как какой-то однородный фон получился. Тут уж говорю как есть. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.